А фильм начинается. И куда же без приписки о чем-то грешном и ужасном. Появляется один из двух центральных персонажей фильма. И сразу же задаешься вопросом, а чё он побитый-то такой? И почему в наручниках? Зачем потерять кольцо, как будто с женой не поладил? А это у нас тут прием, а мы покажем конец в начале. И, конечно, мы ни разу такое не видели. Но на самом деле сюжет начинается так. Какой-то маньяк, снимающий все на камеру, пробирается в комнату к девушке. И мы выясняем, что это не маньяк, а вполне типичный муж главной героини, таскающийся везде с камерой. И мне до сих пор, со времен еще первого паранормального явления, первопроходцев в бродилках с камерой, непонятно, каким образом вообще это работает, как это соотносится с поведением в реальной жизни и каково вообще удобство такого подхода. Стой. Попозируй его тут. Я хочу заснять нашу последнюю ночь. Мы же не умираем. Ирония. Бессердечная ты сука. Boring. А дальше герои женятся, выходят замуж. Свадьба у них, короче. Ой, да не эта свадьба. Вот это. Опять не то. Вот эта свадьба. Идет бессмысленная нарезка с воспоминаниями, признаниями и танцами, а я начинаю скучать по Жоре Крыжовникову. Boring. Молодожены отправляются в брачное путешествие. По пути заглядывают к местной гадалке. То есть сами вы сейчас не справитесь? Я думаю, Лен, нет. Врать не буду. Ты была рождена самой смертью. И это высказывание вполне можно отнести ко всем детям, родившимся в этом году. Хочешь уйти? Да. Они ждали. Эй, Они Эй. ждали Ладно, тебя. мы пойдем. Они Спасибо. Они Хватит. ждали тебя. Это хорошо. После осознания того, что жизнь тлен, герои понимают, что потерялись. Но, как всегда обычно в этих случаях происходит, поможет... Яндекс.Такси. Но нет. В этих краях есть сервис «Добрый брательник», который, как раз оказался в нужном месте, в нужное время. И это совсем не подозрительно, учитывая, что он их еще и на местную тусу позвал. Да еще и... Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фанатекой. Boring. Ребята слишком много выпили, и местные несут их отдохнуть. Но все заканчивается магией вне Хогвартса. А если ваша вечеринка не заканчивается адским запоем и проповедями на латыни, как в этом случае, даже не вздумайте меня туда звать. Герои возвращаются домой после бурной тусы, и... Это ерунда какая-то. Я таблетки принимаю все время. Не пропустила ни разу и... Стой. Ты беременна? Boring. Муж слышит храп, встает проверить самочувствие жены и на личном опыте узнает, насколько крепкой может быть любовь. Эй, Ержан, вставай, салам алейкум. А я сразу оговорюсь, что буду специально упускать филлерные моменты, как в этом фильме, так и в последующих обозреваемых, по той простой причине, что они не несут какого-то глубокого смысла в себе и нужны, понятное дело, только для того, чтобы забить хронометраж, чтобы можно было пустить фильм в кинотеатре. А мы наблюдаем за видеосъемкой из пятерочки.
где жена, будучи голодной, решила подкрепиться, не доходя до кассы. На самом деле это не проблема. Вот вообще нет. Она может оплатить товар на кассе, просто объяснив ситуацию. У меня была в детстве похожая история. Я как-то в магазине, помню, взял жвачку с прилавка, ну и стал доставать и жевать из пачки. И еще не заплатив, само собой, за нее. Ну, хотелось жвачку очень. А я тогда был, так сказать, с непосредственностью в одном месте известном. Вот. Ну и разрешил ситуацию, в общем-то, таким образом, да, что оплатил на кассе и все. Вот вся ситуация. Так что никакой проблемы в этом нет. Я могу это подтвердить. Но все равно то, что это стрёмно, это факт. Особенно для взрослого человека, как в этом случае. Продолжим. Ребята-сценаристы, я вот что вам хочу сказать. От начала фильма и до интересных моментов проходит столько бесполезной херни, что пересматривать даже этот фильм, будучи в трезвом уме и здравом сознании, было сложно, физически сложно. А уж говорить про то, что тут важных моментов каких-то происходит, так их тут практически и нет. Основной сюжет начинается с точки где-то вот здесь начинается. Посмотрите на время фильма. 1:04, при том, что сам фильм идет всего лишь где-то 1:20. Это ли не издевательство над зрителем? Ну и над обзорщиком в том числе. Я шутить уже устал на ваши бессмысленные сцены. Столько тут бессмысленного, неинтересного сюжета. Самые крутые моменты я сейчас дальше расскажу, но в целом это настолько пустой фильм, настолько ни о чемный. Это физически сложно. Это физически сложно досматривать. Поэтому, пожалуйста, если вы это смотрите, поставьте лайк, не скупитесь. Итак, дальше нам показывают постепенный слет крыши у жены. Она засыпает на физре для беременных, ломает стекла небрежному водителю, истерит на допосмотре и крайне неуважительно относится к гостям-блогерам. Ну а я тем временем задаюсь вопросом, а все беременные себя так ведут? Или это я телевизора слишком насмотрелся? Пара приходит в церковь, где святой отец никак не может отойти от вчерашней тусы. Что? Одна из немногих действительно жутких сцен в фильме. Жаль только, что практически весь остальной фильм, по сути, пустой и ни о чем. Муж просматривает кадры со съемки, обнаруживает, что у них на свадьбе был подвозивший их мужик, а далее видит и эпичное завершение бурной тусы, случившейся в начале фильма. И я уже хотел было придраться, что тут, как и это принято в паранормальных явлениях, он с этой информацией ничего дальше не сделает. Но тут нам поясняют, что стоило ему отойти от компа, как файлы исчезли. В общем, как говорится... Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Boring. А мы продвигаемся дальше. Муж навещает святого отца, тот ему пересказывает вот эту вот цитату. Вернувшись домой, муж обнаруживает следы какого-то порошка повсюду. Но, когда вызывает полицию, порошок таинственным образом исчезает, как и видеозаписи до этого. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия, все окончено. А я продолжаю задаваться вопросом. Точно ли мы фильм про что-то дьявольское смотрим? Или это просто соседи барыжат? Подростки гуляют по лесу и натыкаются на вегетарианку с многолетним стажем. Но дама недовольна, что ее отвлекли от трапезы.
и отдает девчонку с парнем в жертву лесу, оператора отправляет на краткий курс экстремального парашютизма. А фильм настолько непереносимо скучный, что я банально устал шутить на каждую бессмысленную и не страшную ситуацию здесь. Не страшные ситуации в, я напоминаю, фильме жанра вроде как хоррор. Короче, все, хватит. Заканчиваем с этим фильмом. Жена решает заняться ремонтом половиц. Муж узнает, что за ними следили соседи. Жена вытирает пролитый на пол морс. Затем совершает сипуку. Соседи забирают из нее что-то светящееся с рогами и отдаленно напоминающее ребенка. Нам снова показывают начало фильма. Мы понимаем, что к чему. А вот полицейские мужу не верят, ибо доказательств нет, а дом соседей чистый и без малейших следов. Бонсуар. Вам нужно такси? Да, нужно. Вести вас где веселье? Да, везите. Да, мы хотим веселья. Первый раз здесь? Первый раз. Вы молодожены? Да. А как вы узнали? Авторы окончательно смазали все этим завершением, а я просто рад, что фильм наконец-то закончился. Итак, что мы имеем в итоге? По прошествии лет со времен моего похода в кинотеатр на этот фильм в 2013, о да, я и в кино на него ходил. Я тогда любил на всякий трэш в кино ходить, в плане ужасов. Мое мнение о нем совершенно не изменилось. Абсолютно пустой, ни о чемный и совершенно не страшный фильм, что для фильма в жанре хоррор звучит как приговор. К просмотру могу порекомендовать разве что тем, кому ну вот совсем нечего делать и хочется поржать под пивко над глупостью происходящего. Спасибо вам, всем тем, кто выдержал это до конца вместе со мной. Ну а если вам понравилось, не поскупитесь на лайк и подумайте о подписке на канал. Ну я с вами прощаюсь пока что. Добра юиту вашему дому. До скорого. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фонотекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку.